Говорят, что книги — источник знаний. Чем древнее книга, тем больше в ней можно почерпнуть интересных сведений о прошлом. Сегодня почитаем книгу, называется «Атмосфера и атмосферные феномены», написанная Томасом Диком, издана в 1799 году. Листаем до 139 страницы и читаем, а потом порассуждаем. Первый случай. В 1772 году в полночь было замечено яркое облако, покрывшее гору на острове Ява, извергающее пламя такой яркой интенсивности, что ночь стала ясной, как день. Оно разрушило все в радиусе 20 миль. Здания были разрушены, плантации были погребены под землей. 15 тысяч голов скота, огромное количество лошадей и других животных, а также более 2000 людей были уничтожены воздействием этого огромного облака. Прежде чем рассказать вам о втором случае, хочу попросить вас подписаться на Boosty и Telegram. Как вы видите, на канале уже давно нет рекламы, и монетизацию YouTube практически отключил. Поэтому ваша помощь будет как нельзя кстати. Также у меня есть сайт, на котором представлены интересные книги. Отличный вариант для подарка на февральские праздники. 29 октября 1757 года на острове Мальта, немного после полуночи, появилось огромное черное облако, которое изменило свой цвет по мере приближения к городу, пока не стало подобно пламени огня, смешанного с черным дымом. Приближение облака к городу сопровождалось ужасным шумом. Облако разорвало английский корабль и перенесло мачты, паруса и канаты на большое расстояние. Небольшие лодки по ходу движения облака разломило на части, и они затонули. Проезжая мимо, я обнаружил, что город лежит в руинах. Все на пути облака было разрушено. Дома были сравнены с землей, крыши церквей были разрушены, ни одной колокольни не осталось. Колокола вместе со шпилями были отнесены на расстояние. В этой ужасной катастрофе число погибших и раненых людей составило около 200 человек. Скептик, конечно, скажет, что описанные события 1747 года могли быть вызваны пирокластическим потоком, спровоцированным вулканической активностью. Только непонятно, почему изначально черные или серые пирокластические потоки меняют цвет на красный, приближаясь к городу. На острове Ява действительно есть множество вулканов, и автор не уточнил, какой город был уничтожен. Теперь, что касается Мальты. Ближайшим источником пирокластического потока мог быть остров Вулкан, входящему в состав Эолийских островов в Италии. Можно даже согласиться со скептиками, пока не посмотришь на карту. К северу от Мальты находится Сицилия, а за ней, примерно в 400 километрах от Мальты, расположены Эолийские острова Италии, которые кажутся крошечными по сравнению с размерами всей Сицилии. В статье Википедии о пирокластических потоках упоминается, что пирокластические потоки могут преодолевать расстояние в 100 километров. Считается, что пирокластический поток — это явление, происходящее при обрушении изверженной колонны. Я предполагаю, что для подпитки пирокластического потока на 400 километров необходима массивная изверженная колонна, поскольку изверженная колонна может рассеиваться во всех направлениях. Да и еще пирокластическому потоку надо было пройти Сицилию, прежде чем обрушиться на Мальту. С другой стороны, если было такое мощное извержение, которое забросило пирокластический поток на 400 километров, которое, как мы поняли, принесло массовые разрушения, кто тогда был выжившим свидетелем, чтобы сообщить о таком инциденте? Это мог быть свидетель, который находился на краю зоны распространения пирокластического потока, но тогда это было локальное воздействие. Давайте посмотрим на фото. Остаток здания в Франсиско-Леоне, разрушенный пирокластическими потоками во время извержения вулкана Эль-Чичон в Мексике в 1982 году. Арматурные стержни в бетоне изгибаются в направлении потока. Проверка по карте показывает, что расстояние между муниципалитетом Франсиско-Леон и самим вулканом Эль-Чичон составляет всего лишь 2 километра. Вот еще один пример. Во время извержения Монпеле на Мартинике, Вест-Индия, в 1902 году
Пирокластический поток, также известный как Нуи-Арденте, разрушил прибрежный город Сен-Пьер, убив почти 30 тысяч жителей. Город Сен-Пьер находится в 10 километрах от места извержения. Интересно, смог бы физик или геолог приблизительно рассчитать масштабы события 1757 года? Интересно, подчиняется ли интенсивность пирокластического потока закону обратных квадратов, как свет? Если вулкан является единственным источником пирокластического потока, интенсивность потока обратно пропорциональна квадрату расстояния. Это означало бы, что событие на расстоянии 400 километров было бы в 4 раза во второй степени, то есть в 16 раз, мощнее по величине, чем событие, вызвавшее бы пирокластический поток, достигающий 100 километров, согласно Википедии. Это, несомненно, событие катастрофического масштаба. Пирокластические потоки протяженностью 400 километров могли быть вызваны извержениями настолько масштабными, что их последствия ощущались бы во всем мире. Например, потемнение неба, вторичные погодные явления, изменение климата и неурожаи. Конечно, альтернативщики предполагают, что это было какое-то оружие, нам пока непонятное. Подобное оружие, возможно, разрушило античные города, например, в Анатолии, и засыпало их. Тут дело в том, что в Анатолии есть разрушенные и закопанные античные города на вершине гор и холмов, высота от уровня моря которых превышает 1000 метров. Если говорить о селе, как о возможной причине уничтожения и засыпания города, то ему просто неоткуда браться, так как это самая высшая точка в округе. Если причиной засыпания было цунами, то волна была высотой более 1000 метров, во что верится с трудом. А на этом все. Пишите, что думаете об этом. До новых встреч. Пока.